Здравствуйте, мои хорошие, здравствуйте, дорогие! С вами Дарья Чикаго. Сегодня прекрасный, замечательный день. Надеюсь, что у вас хорошее настроение. И сегодня я хотела вам прочитать один из рассказов, который я написала, посвятила его рукам. В какой-то момент у меня стали сильно болеть руки. Я работаю зубным гигиенистом. И руки болели так, что я даже иногда не могла работать. Вот мне приходилось брать выходные. Делала различные процедуры, упражнения и восстановила руки более-менее. Но поняла, что мы совсем не ценим наше тело, совсем не ценим органы, которые нам служат, глаза, руки, ноги. И вот такая у меня сложилась история про руки. Вот сейчас вам ее зачитаю. Зачитаю ее из своей книги. Я написала книгу, которая называется «Записки зубного гигиениста» или «Тайны стоматологического кресла». И вот из этой книги зачитаю вам мой рассказ. Надеюсь, что вам будет интересно. Называется «Ода рукам». О роли рук в нашей жизни я задумалась тогда, когда в один день моя правая рука отказалась работать. Мне так захотелось рассказать о моих руках и даже сделать фотографию. К съемке готовились долго. И так, и этак, в разных ракурсах. Хотелось, чтобы и руки получились красивыми, легкими, нежными, ласковыми, изящными. Но получилось как есть. Мои руки с царапинами и без маникюра. Руки, которым я благодарна до самой глубины души, потому что в один день я поняла, что такое руки. Мои руки служат мне с самого рождения. Но в сегодняшней профессии они мне начали служить 12 лет назад. В этом году я села и посчитала, сколько людей прошли лечение через мои руки. Примерно 12 тысяч, то есть это 1000 человек в год. Всем этим людям огромное спасибо за то, что они согласились быть пациентами, а моим рукам спасибо за то, что они помогли этим людям и их здоровью. Знаете, каждому пациенту я отдаю тепло и энергию, а руки лечат. Однажды я пришла работать в офис итальянских стоматологов, семейный бизнес отца и сына. Сын меня пригласил на работу, а отец был против. По-моему, он вообще не представлял, для чего существует моя профессия. Старик бурчал, что на меня тратят лишние деньги. Ведь до этого они работали сами без всякого гигиениста. Я слышала обрывки этих фраз каждый раз, когда он проходил мимо моей рабочей комнаты. Со мной лично он никогда не разговаривал. Думаю, что принципиально. Я занималась пациентами сына врача, а отец-врач работал сам. Каждый день от меня выходили довольные пациенты. Я заметила, что постепенно старик перестал бурчать в мою сторону. Когда на рождественской вечеринке я его спросила, почему блюдо из курицы Везувий так называется, он не ответил. Тогда я предположила, что курицу с овощами подбрасывали, имитируя извержение вулкана. Подбрасывали эту курицу кверху. Отсюда и получилось название, на что он засмеялся громче всех. На следующий день он уселся в мое кресло и сказал: «Ну давай, посмотрим, чему вас там научили». В течение процедуры он молчал, но теплел, а в конце встал и взял мои руки в свои. Сказал так: «У тебя золотые руки», и поцеловал их. Я, конечно, очень застеснялась от такого признания, но в душе была безумно счастлива. Так что, когда вы будете сидеть в кресле у вашего стоматолога, подумайте о тех руках, которые вас лечат. И, конечно, это касается не только стоматолога, но и парикмахера, который стрижет ваши кудри, и строителя, который кладет плитку в ванной, и программиста, который исправляет бесчисленные ошибки в программах, и того повара, который катает роллы с икрой и угрем, и мамы, которая трогает лоб больного ребенка, и жены, которая складывает обед на работу своему любимому мужу, и всех вас, кто делает руками этот мир красивее и лучше. Спасибо рукам. Вот такой замечательный рассказ у меня получился. И я помню, что это был один из первых рассказов, которые я сочинила и поставила на Facebook. И я помню, что я его поставила вечером, а утром я открыла, и там было очень много комментариев, и люди говорили:
как замечательно, что ты вообще подняла эту тему, и какой прекрасный рассказ, и как здорово, что ты об этом сказала. Вот я надеюсь, что вам тоже понравился этот рассказ. Вот, и так как у нас разговор про руки, я хотела вам показать в заключение несколько упражнений, которые мне помогли. И так как я работаю постоянно руками, я думаю, что, может быть, меня смотрят люди, которые тоже работают руками, которым тоже эти упражнения пригодятся. Иногда их можно делать для профилактики, или если у вас уже есть какие-то боли, то их тоже можно делать, применять. И надеюсь, что вам станет легче. Одно из упражнений, которые я делала, это я использовала мячик. Можно использовать простой мячик медицинский, можно взять теннисный мячик. Если у вас нет мячика, можно использовать какой-то клубочек, ну что-нибудь кругленькое или, не знаю, носки один в один завернуть таким образом. Вот. И что мы делаем? Значит, вот первое упражнение, мы сжимаем мячик. Вот таким образом делаем, допустим, 10 раз. Ну, если у вас проблема в руке такая, что это упражнение делать больно, значит, соответственно, вы его не делаете, делаете тогда, когда вам уже будет комфортно его делать. Вот, затем в другую руку перекладываем. Я вообще ношу мячик с собой в сумке, он у меня лежит в машине, лежит в ванной. И каждый раз, когда я вижу его, я так: о, дружок, иди сюда, я с тобой поработаю. Просто хожу по дому, нажимаю на мячик. Или когда сижу, что-то слушаю, иногда на лекцию какую-нибудь иду, беру с собой. Вот, таким вот образом. Вот, также вот можно вот такое делать сжимание. Здесь еще по ходу укрепляются мышцы груди. Вот, кто хочет красивую грудь, делайте вот такие сжимания. Мячик. Вот, затем можно вот сделать вот такое упражнение. Очень приятно. Руки просто кайфуют от этого движения. Очень приятно. Очень здорово. Вот так вот. Можно прямо так прокатывать такие большие круги. Можно маленькие, можно быстрее, можно медленнее. Вот. Дальше следующее упражнение, это я называю лимон, сжать лимон. То есть представляете, что у вас в руках 2 лимона, вот так вы держите, и вы делаете лимонный сок. Еще мы в школе говорили стишок, мы писали, наши пальчики устали. Мы немного отдохнем и опять писать начнем. Дети уже забыли этот стишок, люди, кто моего возраста постарше, наверное, помнят еще. Вот, ну, детям я, допустим, йогу преподаю, говорю: давайте лимончик, сожмем сок. Вот такое упражнение тоже очень хорошо разогревает суставы. Вот, следующее упражнение. Я живу в Америке, у нас здесь есть такой праздник Хэллоуин. И иногда в магазинах, когда заходишь, там стоит такая миска, и в ней лежат конфеты, и такая вот рука. И эта рука, она так на такой подставке, и когда ты пытаешься взять конфету, рука вот делает, открывается вот так. И я когда увидела это, подумала, какое может быть хорошее упражнение для растянуть вот эти суставы, здесь все косточки. Значит, что вам надо сделать? Вот так обнять руку в лучезапястном суставе, вот так крепко, а руку вот эту вот так тянуть. И вот так попробуйте, это такое приятное упражнение, тоже очень приятно растягивает. Вот как будто вы хотите что-то так вот рукой схватить. Вот, тоже такое очень приятное. Это, кстати, упражнение из йоги. Я его потом увидела, когда я сама о нем догадалась, увидела его у каких-то йогов. Вот, и здесь теперь поменяем руку. Вот. Вот эту ручку тоже так потянем. Вот таким образом. Держите крепко здесь и тянете. Вот. Также, что еще очень приятно, это имитировать игру на пианино. Вот как будто вы играете, можно даже вот так руки поставить на стол и прям даже по столу. Это тоже можно делать когда угодно. Например, на работе, на кухне, за столом, в гостях, на диване, когда вы смотрите телевизор. Вот так просто имитируете игру на пианино. Очень приятно. Вот. Потом следующее, это руки вот таким образом выгибаем. Вот представляете, что
вы стоите возле стены, и вы пытаетесь стену отодвинуть. То есть такое как бы сопротивление. Получается, что рука прогибается немножко вот таким образом. То есть не ровно, а вот чуть-чуть идет назад. И вот таким образом вы вот так растягиваете. Тоже здесь вот растягиваются вот эти поверхности, тыльные поверхности рук и кисти. Вот такое вот тоже приятное упражнение. Попробуйте часть. Вот. Затем, конечно же, обязательно вот такой перекрест пальцев и вот такое тоже как растягивание как бы вперед. Вот тоже нежно, не нужно давить. Можно вот так нежно несколько раз. Обычно я по 10 раз делаю все упражнения утром быстро. Даже можно делать лежа в кровати. Проснулся и делаешь. Вот. Затем обязательно руки растирать. И это можно делать в течение дня тоже. Наверное, любая женщина, которая работает на кухне, готовит что-то. Например, осталось масло кокосовое или какое-то растительное. Вот так его ручки аккуратно растереть. Вот. Потом хлопки, похлопываем, прохлопываем руки. Вот здесь у нас тоже много различных точек. Активизируем эти точечки. Вот, встряхнуть. Так тоже приятно. Потрусить. Вот. А потом еще такая небольшая, такая как серия вот таких упражнений. Тоже руки вместе, как я называю это намасте. И идет, значит, вверх и затем вниз. Здесь у нас нужно следить, чтобы плечи не напрягались. То есть поднимаются локти. Вот. И когда вы опускаете вниз, вы так немножко давите ладонями друг на друга. Тоже получается такой вот у вас прогиб здесь. Тоже я делаю часто на работе. Так очень приятно. И потом следующее упражнение. Тоже ручки вот так вместе. И вот так вот. Я называю его гусь. Гуси. У бабуси. Вот такие вот сгибания кистей. Вот. И потом вот последнее такое заключительное в этом комплексе — это цветок. То есть открываем руки, такой прекрасный у нас цветок волшебный, и закрываем. И еще раз открываем, закрываем, открываем, закрываем, открываем, закрываем, открываем, закрываем. Вот в конце тоже потрусить руки, поблагодарить, сказать: замечательные мороки, благодарю вас за то, что вы у меня есть, за то, что вы мне служите. Будьте здоровы. Я благодарю вас за просмотр, за то, что вы сегодня со мной, за то, что вы порадовались этому видео. Оставляйте ваши лайки, комментарии, подписывайтесь, приходите еще. Будет интересно. Намасте.